Ребят, всем привет! Приехала посылка вот такая с Алика. В общем, попросили заказать. Здесь материнская плата. Сейчас посмотрим, в каком состоянии приехала, как упакована. Ехала она где-то 20-25 дней ориентировочно. Вот, ну, довольно-таки долго это все происходило. Честно говоря, я уже думал открывать спор, ну, потому что уже довольно-таки много прошло времени с момента заказа. Трек отсвечивался редко, то есть отмечался. Вот, и я уже думал, честно говоря, она потерялась. Вот, но потом пришла смс-ка, что типа прошла таможню, и я уже как бы ждал, уверенно, что она приедет. Вот, открываем, смотрим. Так, здесь у нас вот так. И такая вот еще воздушная прослойка. Но коробка мятая, сразу видно. Вот, поэтому будем надеяться, что все целое. В общем, вот такое состояние. Мятенькое, скажем так. Открываем. Здесь у нас в комплекте включение-выключение, кнопка и сама материнка. Здесь пупырка, ни пломбы, ничего нету. Антистатический пакет. Так, это пока убираем. И, собственно, рассмотрим ее немножко поближе. Ну, вроде как все целое. То есть материнка не пострадала. Да, это материнка под майнинг. Попросил меня ее заказать знакомый. Вот. И, в общем-то, я ее заказал. Сейчас ее будем проверять. Посмотрим сразу. Отдай. Все вроде бы целое. Все отлично. Название батарейки BTC B250C. Батарейка уже в комплекте. Ну, собственно, стандартная материнка. Вот, сейчас попробуем включить и проверить. Так, процессор будем ставить на нее вот такой. Это G4400 1151 LGA. Так, и кулер будем ставить вот такой. Чем мне не нравится этот кулер, то что здесь трехпиновый коннектор. Почему заказали эту материнку? Во-первых, процессор уже был, кулер под процессор уже был. Вот, до этого человек пользовался H110D3A, по-моему, от Гигабайта, да, но она у него что-то начала глючить. Вот, в общем, он не смог ее настроить как нужно. И она у него уходила постоянно хайф, то есть писал нет сети или офлайн. Вот, хотя все грудилось, все вертелось, то есть все работало. Но в хайф заходишь, например, в личный кабинет, да, там пишет нет сети. Вот, то есть вот так вот. Поэтому он решил заказать вот такой вот заменитель этому гигабайту. Ну все, сейчас будем собирать, проверять, запускать. И там уже по факту, как будет дело, я включу, покажу, что у меня получилось. Проц поставили. Термуху нанесли. Теперь ставим вот этот кулер. И аккуратно все это подтягиваем равномерно, стараемся без перекосов.
Все, затянули. Вставляем этот коннектор в ЦПУ фан. Так как у меня три пина, то скорее всего он не будет регулироваться по оборотам, а просто будет шпарить по максималке. Вот. Ну и все, теперь это все ставим в каркас и все собираем на каркасе. И потом проверяем, как и что будет работать. Так, ребят, показываю сразу обстановку. Вот этот риг, куда мы будем ставить эту материнку. Здесь сейчас стоит вот 775 сокет временно. Это какой-то старый вообще комп, подкопанный где-то в шкафу. Единственное, здесь покупался только вот этот кулер. Как бы вот я его уже открутил. Здесь блок питания вот такой, Cougar. Сюда будет добавляться еще потом рейзера. Вот такие вот. Рейзера тоже я заказываю ему. Вот, отличные рейзера вообще. Офигенные, долго ходят. И вот пока здесь 3 карточки, остальные карточки раскиданы по компам, чтобы они зря не лежали. Так, и собственно вот такая вот конструкция. И сейчас мы сюда будем ставить материнку, собирать уже на этот риг все комплектующие. Так, и хотел показать вам, что материнку я креплю вот на такие штуки. Ну, в смысле их подкладываю, да, и просто саморезиками прижимаю. И все, вообще отличная вещь, стоит копейки. Заказал там на Алике, вот они лежат. И вообще без проблем вот подставляю под материнки. И все классно, все круто, ничего не надо колхозить. Оперативку ставлю вот такую. Вот, ну, ставлю какая была. Поэтому тут смысла нет. Ну, главное, чтобы не меньше 4 гигабайт была. Так, ребят, вроде все подключил. Вот пока одну видюху вставил. Там вроде все разъемы вставил. Материнку подрубил. Все вроде подрубил. Принес клавиатуру, мышу. SSD у меня тоже KingSpec китайский на 120. Вот. Собственно, что, пробуем. Первое включение. Моник вот такой старенький. При блоке питания только включил, она сразу стартанула. То есть получается, она уже, скорее всего, настроена так, чтобы стартовать при подаче питания. Вот. Видюха загорелась. Вентиль только крутится один. Моник пока не алё. Ну, сейчас ждем, может, о, загрузился. Нам бы... Сейчас пока подождем, пусть грузанется. Посмотрим, что первое включение покажет. Все. Опять. То есть он остановился и заново перезагружается почему-то. О, Hive. Здесь у нас пока все загружается. Hive пошел. Сейчас попробуем зайти в BIOS и посмотреть, какие там настройки. Скорее всего, китайцы уже предустанавливают все настройки, и здесь ничего делать не нужно будет. Вот. Ну, я там отзывы почитал, сказали, что из коробки все работает отлично, вообще безо всяких проблем, даже 12 карт тянет. Тут единственный минус — это доставка, я считаю так. Хотя, я там потом покажу. GPU, Detected, код 2, вон какая-то ошибка. Сейчас будем разбираться. Хотя вроде все нашлось. DDR6. Ну вроде все нашлось. Так. Все, сама
Что это за ошибка была, не знаю. Но все пошло. 1660 супер. Фан 55. Сейчас чуть-чуть поработает и посмотрим, что из этого получится. Сейчас пока возьмем телефон, зайдем в Hive, посмотрим, что там в Hive творится. Так, 32.63, то есть все у нас заработало, все отлично. В Hive у нас вот такие вот параметры, то есть 6 свободных. BTC, CPU 2.44, то есть все работает, все в порядке. И здесь вот такая вот температура 45-55 вентилей. Хотя здесь стоит автофан. Сейчас стыкаем остальные видеокарты и снова перезапускаем и пробуем. Так, ребят, пока вот так собрал, ничего пока не крепил. Пробный запуск. Вот здесь пока через переходники, но это все поменяется. Мне сейчас главное запустить, попробовать. Сюда еще будет ставиться или один блок на 2000 ватт, или еще один такой же на 700 или 750 ватт. Вот. Сейчас просто пробный запуск, поэтому мне в комментах там не кидайте, что так нельзя, так не нужно и так далее. Вот. Сейчас мне главное запустить, проверить, что все работает. Часок-два поработает, или там минут хотя бы 30. Вот. Потом человек привезет блок, все поставим, соберем, закрепим. Вот. И еще одну карточку он тоже должен привезти. Вот. Так что запускаем и пробуем, что у нас получится. Включаем блок питания. У нас все стартануло. Здесь одна 3060 Ti. Hive пошел. 3 1660 Super и одна 1660 Super на микроне. Ой, не Super, а вот эта Ti-ка. Вот она на микроне. Вот эти вот Samsung, это Hynix. Вот. Hive у нас загружается. Ну, я надеюсь, что все будет нормально, потому что, в принципе, как бы проблем не должно быть никаких. Так, видюхи стартанули, зашумели. Все определились, видюхи. Так что все нормально. Сейчас уже шары пошли. Сейчас еще чуть подождем. Там потому что настройки на 3060 неправильные будут сейчас. Сейчас надо зайти в Hive и все это сделать. Ребят, в общем, вот такие вот у нас получились результаты. Я в Hive там поднастроил. Сейчас перейдем на экран монитора. Я попробую вам показать, собственно, какие настройки в целом получились у меня в Hive. Вот. Что касаемо рига, все работает. Все нормально пока. 750. Вот это вот метр показывает. То есть почти 500 Вт с этого рига он тянет. Но сюда по-любому просится или еще один такой же блок питания, или один хотя бы, не знаю, на 2000 Вт, чтобы главное коннекторов всех хватало. Вот, собственно. Теперь переходим на Hive. Итак, ребята, в общем-то, зашли мы в Hive. Вот они, видеокарты. Сейчас мы сделаем вот так вот английский. Вот, получается 190 мегахэш. Вот такие вот все настройки.
3060 я сильно не гоню. В принципе, вот так вот она работает стабильно. Потом по поводу 1660 Super я чуть-чуть тут неправильно вам сказал. У меня одна Hynix получается. Получается одна на Hynix и две на Samsung. Это микрон. Вот, на микроне вот такие вот настройки и стабильно 31 мегахэш, грубо говоря, она выдает. Вот, что касаемо системы, вот такие вот параметры по хайву это 568 ватт, а по ваттметру показывает 492, ну почти 500, грубо говоря. То есть хайв вот так вот немножко подобманывает. Заказал я эту материнку на AliExpress. Цена вот такая вот была на момент заказа. Вот, шла она вот столько времени. Принята в доставку 7 мая. А нет, стоп, что-то я не то. Отправлено со склада 31. Все правильно, да. 7 мая принято в доставку. И, собственно, 5 июня прибыл вот в отделении почты. Я ее получил, грубо говоря, 5 июня. Вот, собственно, считайте сами. Так, ребят, в общем-то, вот BIOS. Зашел я, просто долбил по Delete, у меня, в общем-то, все зашло. Здесь я ничего трогать не буду. Для меня, как бы, ну, главное, чтобы работало и нечего лезть. А если что-то, как говорится, отвалится, то потом уже будем сюда лезть. Ну, здесь для меня самое главное это вот Power On, потому что китайцы это уже все поставили, она уже работает из коробки. 4G включен. Ну и, собственно, все, я больше ничего делать тут не буду. Это все сохраняем и, как говорится, выходим отсюда. И все у нас перезагружается. И погнали. Ну все, загрузка хайва. Дальше вы уже видели. Так, ребят, пока все работает, все стабильно. Все карточки крутятся, вертятся. Вот, принес он еще карточки. В общем, сейчас вот эти вот все карты, получается, у нас тянет 750 кугаровский блок. Вот, на ваттметре у нас 571 ватт. Собственно, пока полет нормальный. Завтра или, ну, в общем, на днях докупит еще блок. Или китайский сюда поставит на 2000 ватт, или еще один такой же купит кугаровский на 700-750 ватт. И потом через синхронизатор мы подцепим два блока. И все будет хорошо. Ну, в общем-то, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Ставим лайки, подписываемся. Кто что по этому поводу думает, пишем в комментарии. Всем спасибо, всем пока.